Каникулы продолжаются, но родители, особенно первоклассников и деток, которые впервые отправятся в детский сад, уже серьезно задумываются, как укрепить иммунитет своих детей, подготовить их к новому этапу. Разобраться нам поможет Людмила Бриллиант. Людмила, доброе утро. Доброе утро. Ну что ж, август такой месяц яркий, насыщенный. Кто-то еще отправится в отпуск, кто-то остается в городе. И вот сейчас время, конечно, разнообразия самых ягод, фруктов, овощей. И всегда мы говорим о том, что нужно успеть наесться вот тех же самых арбузов, дынь, персиков. Как подготовить деток с помощью питания, да, укрепить их иммунитет, вот не упустить вот такое золотое время солнечное? Да, на самом деле вот как раз-таки солнце, да, вот этот витамин D, он находится очень много сейчас в пище, и мы питаемся и из воздуха, да, на самом деле очень много прогулок должно быть, а в питании важно соблюдать баланс, не уходить все-таки в очень сильно фруктозу, потому что сахара все-таки раскармливают патогенный микробиом, а именно в меру. Вот, и больше упор делать не на фрукты, там, арбузы можно, конечно, наесться, да, но не обильно, а вот, например, ягодки. Ягоды смородины, малины, да, черники, голубики, ну, сезонные ягоды непосредственно, в них больше антиоксидантов содержится, на них больше упор, если выбирать именно из фруктовых. Ну, их чуть-чуть, да, достаточно там добавить в кашу, например, утром, или можно в так, можно йогурт какой-то, в чашечку. смузи, или Да. просто съесть, Да, кто можно, любит. да, можно. В чашечку можно морс сделать. Можно сделать любимое блюдо детей. Это оладушки, например, да, вафли, но они должны быть более питательные. Например, схитрить, да, не белую муку, например, положить, а положить чечевичную муку, нутовую муку, разбавить непосредственно аминокислотный профиль уже будет более высокий у этих вафель, и питательная ценность лучше. И масла более такие хорошие, как хи, да, сливочное масло, может быть, кокосовое масло, то, которое при термообработке будет хорошо себя вести, и при этом мы получим вот непосредственно хорошие жиры, да, чтобы ребенок напитался. Очень важно, чтобы были аминокислоты, жиры, клетчатки очень много, как раз таки вот ягоды дают клетчатку, зелень дает клетчатку, и она помогает перистальтике кишечника, подкармливает микробиом наш дружественный, и все благополучно складывается. И очень важный момент — это водный баланс. Ага. То есть начинаем... Сейчас жарко как раз-таки, да, очень да. важно за этим следить особенно. Да, да, и воду стараемся пить не холодную, потому что для желчного важно, чтобы он запускался, особенно с утра, именно теплой водичкой. Соответственно, мы пьем теплую воду в достаточном количестве. Если ребенок, например, капризничает, не хочет воду, можно либо при помощи какой-то красивой бутылки его, там, поильничка, да, либо Что это именно его бутылка, да, с его там картинками. Ну, как раз время сейчас и наесться, но и, вот как ты сказала, заморозить, да, как раз-таки правильная заморозка у нас может обеспечить витаминами детей, ну, круглый год, да, если есть такая возможность, большая морозильная камера, то можно вот прям по пакетикам расфасовать и всю зиму добавлять те же ягоды во всякие наши блюда. Да, шикарная возможность, особенно если есть такие домашние, да, ягоды собрать, то и свежесорванные. Секрет сохранения витаминов, говорят, вот мороженое не сохраняется. Сохраняется, особенно если вот мы только сорвали и сегодня же заморозили, обработали, высушили, да, помыли и заморозили. И вот ты сказала про питьевой баланс, естественно, это имеется в виду обычная очищенная питьевая вода. Это не какие-то там соки покупные из магазина, это не газированная сладкая вода, да, там самая различная она сейчас представлена. И, конечно, дети просят. Она вроде как сначала утоляет жажду, но сахара там огромное количество содержится. Да, можно самим что-то такое подобное готовить, да, то есть... Лимонадики. Да, лимонадики, да. И в качестве подсластителей, помимо ягод, если прям сильно сладкое и постепенно перестраиваемся, да, можно использовать полезные. Это триголоза, стевия, например, да, я люблю стевию, прям травы брать, можно в аптеке или где-то, да, и вот эти вот травы завариваются, получается как чай, а потом я фильтрую и эту сладкую водичку использую для компота, либо еще для морса. Вот такая да, хитрость. очень-очень, да, удобно. Ну, в любом случае мы живем в социуме, они будут пробовать, да, и разные напитки, потому что это такой... От нас зависит, что мы делаем дома. Ну, вот
какой-то Какие такой... привычки вводим Да, на да. каждодневной основе? При этом дети, когда дома привыкают, они все равно уже дозируют на стороне, так сказать, вот эти вот Да, да, да. Но можно и нарушения. друзей же приглашать, и их постепенно тоже вовлекать, что вот мама готовит у меня вообще-то вкусные домашние лимонады. И Да. пригласить друзей вот на такой лимонад, допустим, летний. Ну, дети, конечно, немножко, многие родители жалуются, что они немножко разболтанные летом становятся, и в плане питания в том числе. Они привыкли там где-то перекусить, в путешествиях особенно, или у бабушек, дедушек, которые многое позволяют. И здесь остается месяц, когда вот их немножко в рамки какие-то вернуть, что есть завтрак, обед, ужин, потому что или в школе, или в детском саду это тоже всегда режимное питание, и перекусы не позволяются, да, с собой там брать или что-то такое. Поэтому здесь, наверное, тоже, да, постепенно нужно возвращать ребенка вот в такой режим питания. Да, да, ну минимум заранее где-то 2 недели. Это Мгм. касательно и питания постепенного, и сна. Потому что все-таки график меняется. Во-первых, почему организм летом все это выносит, да, нарушения, все эти Мгм. моменты, потому что они больше находятся на улице. А в детской нутрициологии мы когда изучали, это непосредственно такой серьезный вклад для здоровья у детей, потребность в 20-25 раз больше, чем у взрослого в чистом воздухе. И, соответственно, им нужна активность, движение, кислородное голодание, чтобы не было, да, для того, чтобы он рос, развивался. И поэтому вот эти все погрешности, они нивелируются за счет Мгм. того, что вот этот вот свежий воздух, движение, приятные эмоции, все-таки стресс тоже влияет на это. И чтобы постепенно было перестраивание, мы постепенно и сон налаживаем, потому что циркадные ритмы очень влияют на здоровье. Иммунитет, да, Да, в да, первую это же очередь. стресс, получается, для организма. И если, например, он привык ложиться в 11-12, условно говоря, а то и позже, в зависимости от возраста ребенка, то, соответственно, к школе мы понимаем, что ему нужно, особенно в первую смену, да, или к садику, Мгм. постепенно привыкать ребенку к тому графику, который выстроен школой. И нам нужно его постепенно приучить. Если он сразу резко будет вставать рано утром, а тут еще поздно не перестроился организм, это будет стресс. А так как в школе, в садиках у них очень тесные контакты, и гораздо проще заразиться, подхватить Мгм. какую-то инфекцию. Кто-то один принес Да, вирус и да, они, заразилось да, полкласса, да, да. например. И, Мгм. соответственно, вот эти все нюансы стоит учитывать. И когда мы постепенно перестраиваем организм, да даже взрослому человеку, на самом деле, если вот я сегодня проснулась и думаю, вот с понедельника я вот буду сегодня просыпаться с рассветом солнца, нужно постепенно уменьшать на 5 минут, да, время, когда ложусь, получается, увеличивать и убирать с утра. Вот. И, соответственно, мы придем к тому желанному времени, таким образом и детям выстраивать очень хорошо. Ну и вообще много говорим мы о стрессах, конечно, все, что связано с иммунитетом. Нивелировать стресс стараемся, естественно, но в любом случае ребенок попадает абсолютно в новый коллектив. У него новый главный взрослый, у него куча там сверстников, которых надо узнать, какие-то конфликтные ситуации бывают, но без них никуда, где-то они там поспорили, поссорились и так далее. Нужно показать себя, как-то закрепить свою позицию в этом социуме новом. И для ребенка, естественно, это стресс, опять же, это бьет по иммунитету. А как здесь мы можем помочь нашим детям, может быть, дома лучше отдохнуть или как-то лучше понять свое тело, вот что мы можем им предложить? Здесь мы можем как раз-таки использовать игровую технику, потому Мгм. что дети все-таки дети, даже взрослые в душе дети. Поэтому это интересно будет и маме, и папе, и бабушке, и дедушке, и непосредственно самим детям. Это играть в такие игры, которые позволяют чувствовать нам себя. Например, взять, нарезать фрукты, овощи какие-то любимые, например, там огурцы, вот все, что дети любят, там, может Мгм. быть, оливки положить, где-то фасоль. И можно разные каждый раз делать. Тарелочку выложить, вместе с ними подготовить. И когда мы непосредственно уже подготовили, закрываем по очереди глаза и друг Мгм. друга кормим. И на вкус, так закрывая глаза, мы чувствуем, ага, вот это вот, по-моему, огурец. Да? И вот вроде бы простая игра, и легко узнать на самом деле, да, по вкусу. Но тут мы погружаемся в себя, мы учим чувствовать себя, то самое горло, которое может неожиданно заболеть в процессе обучения. И когда мы вот в этом всем стрессе, в социуме погружаемся во всю эту работу, мы часто не слышим себя, но что нужно сделать это, выучить стихотворение, там английский, там еще какие-то секции, нагруженные дети, и, соответственно, им некогда подумать о себе, почувствовать себя. А вот при помощи таких упражнений мы тут раз и обратили внимание на то, каким образом самочувствие непосредственно
непосредственно в горле, в носике. А еще можно сделать тактильные упражнения там, перед сном, например, по руке. Да, мы пальчиками так медленно-медленно двигаемся, а в это время ребенок закрыты глаза. И потом говорим, где моя рука? Покажи другой ручкой. Он показывает, а по ощущениям я еще здесь. Чаще всего, когда медленно двигаемся. И тут вот мы учимся чувствовать свое тело. Руки, ноги, можно везде, да, можно еще каким-то образом. Вот у меня сын любит, например, когда я ему на спине рисую буквы, и он отгадывает. Мы заодно повторяем алфавит, и как бы он там отгадывает, А это буква или Л, которая особенно похожа там по начертанию. Это в такую игру превращается. У нас вообще в руках очень много энергии содержится. И вообще чудеса могут твориться. Казалось бы, кажется, что это фантастика, но на самом деле это все обустраивается психологическим, да, состоянием ребенка. Это защита родителей, это защита, что я с тобой, за тебя постою, да, вот я тебя чувствую, мне с тобой интересно. И настрой ребенка очень важен, потому что психосоматика играет серьезную роль в том, каким образом будет работать иммунитет. Людмила, ну, в общем, если резюмировать, то это, конечно, правильное питание, хорошее, качественное, разнообразное, да, чтобы набрали и витаминов, и аминокислот, минералов и всего прочего, да. Это здоровый сон, правильный, чтобы правильное количество часов ребенок поспал. Побольше бывает на свежем воздухе, постараться все-таки не забывать о прогулках, не Да. только сидеть теперь за уроками там в сентябре, да, и все забыть о прогулках на свежем воздухе. И это эмоциональная составляющая, да, особенно в первые месяцы, вот так поддержать ребенка, окружить его заботой и вниманием, не забывать о вот этой сфере тоже, что это Да. очень важно. И тогда, я думаю, будет крепкий иммунитет, и будет Да. легче справиться со всякими вирусами и бактериями. Да, согласна. Ну, и не перегружать их секциями, потому что мы всегда хотим все лучшее сразу детям, а получается, что лучше постепенно, как со сном, так и с нагрузкой на организм. Либо заранее секции до, получается, либо чуть-чуть постепенно как-то найти такой вариант эволюции, не революции для организма ребенка. Да. Ну что ж, спасибо большое. Будем следовать рекомендациям. Да. Спасибо. Взаимно благодарю.